У нас за окном до сих пор лето, поэтому, я думаю, стоит остановиться еще на одном опасном состоянии, таком как утопление. Здравствуйте, мои хорошие. Утопление. Смерть от кислородной недостаточности, вызванная блокировкой дыхательных путей жидкостью. Причины утопления чаще всего в нарушении правил поведения на водоемах, резкой смене температур и в травмах при нырянии в воду. Спасение утонувшего возможно, если первая помощь ему будет оказана немедленно, в течение первых 5 минут. Различают два вида утопления – синее и бледное. Синее утопление происходит при постепенном погружении человека в воду, во время которого он изо всех сил пытается удерживаться на поверхности. В это время нарушается дыхание. Пострадавший начинает заглатывать воду, которая поступает в желудок и легкие. Затруднение дыхания вызывает кислородное голодание, откуда и появляется синий цвет кожи, который начинает возрастать с окончательным погружением в воду. В результате сначала человек теряет сознание и развивается отек легких. И только потом происходит остановка сердца. При синей форме утопления жидкость быстро наполняет дыхательные пути и разрывает их капилляры. Бледное утопление – так называемый сухой тип. Бледное утопление происходит в том случае, когда человек погружается в воду без сознания или в состоянии панического шока, например, во время катастрофы. Попавшая в гортань вода способствует рефлекторному смыканию голосовой щели, вследствие чего дыхательные пути становятся непроходимыми и проникновение воды в легкие не происходит. Именно поэтому бледное утопление имеет более благоприятный прогноз на сохранение жизни пострадавшего. Первая помощь утопающему начинается в воде. Необходимо ухватить утонувшего под мышки, лучше это сделать сзади, иначе тонущий в судорожных попытках выплыть может нечаянно схватить спасающего, и освободиться от такого захвата будет очень трудно. За руку или за волосы и доставить его до берега или катера, поддерживая тонущего так, чтобы его голова оставалась над поверхностью воды. Если состояние утопающего удовлетворительное, он в сознании, дышит, у него ощущается нормальный пульс, его нужно уложить на жесткую поверхность так, чтобы голова была значительно ниже тела. Раздев пострадавшего, нужно хорошо растереть его тело, дать выпить что-нибудь горячее. Но взрослым допускается даже немного алкоголя. И укутать в теплое одеяло. Если утонувший без сознания, но у него сохранены пульс и дыхание, необходимо очистить его ротовую полость от песка, ила или рвотных масс. Дальнейшие действия аналогичны вышеописанным. Утопающему без сознания первая помощь начинает оказываться по-разному, в зависимости от типа утопления. Вытащив тонущего на берег, посмотрите, какого цвета у него лицо. Если синее, то в легких у него полно воды. Для начала необходимо избавить дыхательные пути от заполнившей их воды. Первое, что нужно сделать, перекинуть пострадавшего через колено лицом вниз, засунуть ему 2 пальца в рот и резко надавить на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. На выполнение всех этих мероприятий должно уйти всего лишь несколько секунд. При появлении кашля или рвотных масс необходимо скорее удалить воду из желудка и легких при помощи все той же манипуляции – надавливания на корень языка, периодически в течение 5-10 минут, пока изо рта и верхних дыхательных путей не перестанет выделяться вода. После этого положите потерпевшего на бок, согрейте его всеми подручными средствами, одеялами, водой в бутылках, нагретой на солнце и так далее. Переоденьте в сухую одежду и дожидайтесь приезда скорой помощи. Если же надавливание на корень языка не вызвало ни кашля, ни рвотного рефлекса, а в воде, вытекающей изо рта, нет кусочков съеденной пищи и по-прежнему отсутствует дыхание, тратить время на извлечение воды из легких и желудка пострадавшего уже не стоит. Сразу же переверните его на спину и приступайте к выполнению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Зажмите пострадавшему нос и, сделав вдох, обхватите своими губами его рот. Затем постепенно и плавно выдохните воздух. Если после проведенных мероприятий пострадавший не начал дышать,
то, досчитав до 4, повторите вдох. При отсутствии сердцебиения одновременно с искусственным дыханием необходимо выполнять закрытый массаж сердца. Положите свои ладони одна на одну на грудь пострадавшему. Выпрямите руки в локтях и всем своим весом надавите на нее. Сделать необходимо не менее 30 надавливаний, продолжительностью каждого около 1 секунды. Выполняя попеременно искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, каждые 30 надавливаний на грудную клетку разбавлять 2 вдохами, можно поддержать жизнь человека, не подающего признаков жизни, около часа. Поэтому делать данные процедуры необходимо до появления дыхания или до приезда скорой помощи. Если приезд работников не ожидается, то прекращать оказание первой доврачебной помощи при утоплении необходимо только в том случае, когда на теле пострадавшего появятся трупные пятна, а также станет заметна тугоподвижность суставов, иными словами, трупное окоченение. При бледном утоплении, разумеется, не нужно тратить время на удаление воды из легких, которой там нет, а нужно сразу приступить к искусственному дыханию и массажу сердца. Как видите, эти 2 вида утопления и первая помощь при них практически идентичны. Единственное их различие заключается в самом процессе утопления и в порядке оказания помощи. После оказания неотложной помощи уложите человека на бок и вызовите скорую. Это нужно сделать даже при удовлетворительном самочувствии пострадавшего. Даже после спасения сохраняется угроза повторной остановки сердца, развития отека легких, мозга и острой почечной недостаточности. Только через 3-5 суток можно быть совершенно уверенным, что жизни пострадавшего больше ничего не угрожает. И помните, спасение утопающих – это в первую очередь дело рук самих утопающих. Берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!